Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у меня Кама-сутра на себе. Рубрика «Сам себе мастер», моя любимая и ваша, судя по всему, тоже. Итак, у меня появился мой личный фаворит оттенков в этом сезоне. Это вот такой вот серо-коричневый, серо-стальной, в общем, безумно красивый вживую гель-лак, которым я решила накрасить себе пальчики. На самом деле я решила поиграться с темой Хэллоуина. Очень люблю этот праздник. Не в плане того, что я его там праздную, или верую, или еще что-то. Нет, мне просто нравится рисовать вот эти вот стилизованные дизайны. Поэтому себе я никак не смогла отказать в удовольствии нарисовать такой дизайн и его поносить. И сразу же в этом месте хочу вам напомнить о том, чтобы вы обязательно поставили лайк этому ролику и написали мне что-нибудь хорошее в комментариях. Можно не хорошее, можно не лайк, можно дизлайк. В общем, чего-нибудь обязательно поставьте и чего-нибудь обязательно напишите. Я буду безумно рада. Итак, пока я покрывала свои ноготочки, я, конечно же, измазала весь липкий слой. Пока я там палец об палец загибала, держала, чтобы они никуда не делись. В общем, весь липкий слой я свезла, поэтому мне пришлось снять липкий слой с цвета и нанести специальный лак для создания липкого слоя. И именно на липкость этого лака я разместила хлопья юки, подсушила немножечко и перекрыла финишем без остаточной липкости. На этом фон для моего дизайна готов. Ну а дальше мы с вами начинаем шалить. Будем рисовать сегодня скелетов. Очень хорошо, как рисовать всяких разных скелетов, я вам объяснила в прямом эфире. Если вдруг кто-то не видел, обязательно посмотрите. На картинке этого эфира как раз-таки типсики со скелетами нарисованные. Мы же тем временем рисуем белым гель-лаком моих скелетов. Именно гель-лаком, потому что потом в него мы будем насыпать светонакопительный пигмент, для того, чтобы они светились в темноте. В данном случае гель-красочка будет очень густая и меньше пигмента сможет в себе удержать, поэтому рисую именно гель-лаком. Ну и в данном случае я, в принципе, не знаю, что еще вам в этом месте рассказывать, потому что как и в каком порядке и зачем следить на скелете, я вам рассказала в прямом эфире. Из каких частей, все анатомические особенности, все мы с вами уже разобрали. Поэтому давайте просто посмотрим и просто поугараем с этого процесса, потому что когда я это рисовала, это было безумно весело, и мне очень понравилось, как это все выглядит. Пока наш
скелет находится в мокром, незаполимеризованном состоянии, мы засыпаем его пигментом, который светится в темноте. Именно благодаря тому, что гель-лак у нас жидкий, в него впитывается пигмент, потом вместе с гель-лаком полимеризуется и уже никуда не девается. Проверено целиком и полностью от коррекции до коррекции. Такая присыпушка носится, никуда пигмент не вытирается. Единственное, что, как и все шершавые фактуры сверху, которые находятся на ногтях, он безумно пачкается, просто ужасно как пачкается. Но при этом довольно легко чистится. Чтобы его очистить, можно, допустим, протереть пальчиком с обезжиривателем, или можно протереть его мицеллярной водой, или спиртом, или спиртосодержащей салфеточкой, или помыть ручки с щеточкой с каким-нибудь мыльным раствором. В общем, что угодно, чтобы просто вымыть частички загрязнений из частичек нашего пигмента. Ну и поскольку мне надоело каждый раз вам напоминать, подпишитесь на канал, ну подпишитесь, ну пожалуйста, ну подпишитесь на меня, вам теперь будет напоминать об этом мой скелет. Итак, рисуем ему говорительное облако, как рисуют это в комиксах, делаем вовнутрь красное наполнение, имитируя цвета ютуба, и вовнутрь меленькими буковками пишем subscribe me, что по-английски значит именно подпишись на меня. И у нас получается такой скелетик, который такой вам машет ручкой, такой эгегей, подпишись, я здесь. Ну, в общем, мне было весело, когда я это рисовала, и именно такую эмоцию я пыталась передать. Надписюгу мы тоже пересыпаем светящимся пигментом, только тем, который светится другим оттенком. То есть скелеты у меня вживую светятся ярко-ярко зеленым цветом, хотя камера почему-то говорит, что он светится голубым, не верьте, они светятся зеленым. А вот надпись светится как раз-таки голубым, хотя на камере видно, как будто это фиолетовый. На остальных пальцах тоже вырисовываем всяких разных скелетиков, запчасти от скелетиков, ручки, ножки, скелетика с бантиком, в общем, все, что придет к нам в голову.
Итак, вот такие ноготочки у меня получились. Я, например, хожу и радуюсь. Мне безумно весело носить этот маникюр. Я прям с удовольствием смотрю на этих светящихся скелетов, которые мне подмигивают каждую ночь. Ну и вам, конечно же, очень рекомендую воплотить в жизнь этот дизайн, потому что действительно здорово выглядит вживую. И действительно, когда, как не сейчас, да, когда еще можно нарисовать себе скелетов, если не в октябре перед Хэллоуином? Надеюсь, вам сегодня со мной понравилось, надеюсь, вы не забыли подписаться. Я же на сегодня прощаюсь. Пока!